Но в политике, Владимир Владимирович, исключительно важно, кроме оптимизма, и быть обязательно реалистами. Что касается ваших указов, вот мы обсуждали подробно и сегодня с Медведевым, он согласился, для того, чтобы их немедленно приступить к выполнению, надо минимум завтра иметь 10 триллионов рублей в кармане. Я второй год подряд твержу вам, что для нас это принципиально важно. Вы отказались от всех наших предложений, мы вносили целый пакет законов, 12, которые позволяли уже иметь такого рода бюджет. Более того, Владимир Владимирович, хочу вам напомнить, что тот бюджет, который утвержден и вносило правительство Медведева, предполагает сокращение на следующий год в экономике 17%, в социалке столько же. 3 месяца положите на стол программу. Мы положили программу еще год назад, с вами обсуждали, я ее представлял на Госсовете, 10 шагов достойной жизни, потом она материализовалась 20 шагов Грудинина, позволяющие восстановить от 8-часового рабочего дня до реальной пенсии, зарплаты и развития народных предприятий. К сожалению, и это не получило поддержки. Более того, прошу вас вмешаться, выборы закончились, но Грудинин и его лучшее хозяйство в стране продолжают прессовать со всех сторон. Мы сейчас дом не можем сдать, хотя там ни одного обманутого дольщика нет, и строим уникальный бассейн после лучшей в мире школы и детских садов. Это ненормально, когда преследуют по политическим соображениям лучшего хозяйственного руководителя. Но я хотел бы обратиться к вам как к президенту, на которого есть надежда у граждан, что мы обязаны прежде всего сделать 5 ключевых выводов. Первое. Мы не встроились в глобальный рынок, и нас тут никто не ждет. Мы нужны были в качестве лесоповала, карьера и нефтегазовые трубы. Даже наша олигархия, которая туда отвезла сумасшедшие деньги, и то получила санкции. Михаил Фридман отвез 450 миллиардов рублей в медицинскую промышленность Америки и Англии. Тем не менее, он попал в эти списки. Второе, нас давили и будут давить. Мы не нужны конкурентные, как в этом мире, потому что нам принадлежит треть главных стратегических богатств. Что касается санкций, хочу напомнить, за 100 лет было 170 санкций, из них 110 придумали американцы. Санкции будут нарастать. Как показали последние санкции, рубль снова запрыгал. Мы до конца не готовы к этому. Третье. Началась новая эпоха передела мира. Американцы начинают печатать в массовом порядке доллары. Там будет склока. То ли Трамп их подомнет для национальной экономики, то ли глобалисты для своих стратегических целей. Нам надо воспользоваться этим моментом для того, чтобы отвязать рубль от доллара и сделать его настоящей инвестиционной валютой. Четвертое. Нам объявлена реальная война. А война требует решения 3 проблем: сплоченности, мобилизации и новых технологий. Мне очень нравилось, что вы в последнее время посетили все, где есть лучшие технологии. Наш Новосибирский академгородок согласились о развитии второй очереди. Мы готовы максимально поддержать эти проекты, у нас есть кому. У Жареса Алферова лучшее научно-исследовательское учреждение не только в стране и в мире. У нас есть уникальный опыт для этого и сильная команда, тот же Мельников, тот же Кашин, люди с огромной научной подготовкой и уникальным опытом. И очень важно, у нас сложилось противоречие, Владимир Владимирович. Внешняя политика, я вчера еще раз с удовольствием посмотрел ваше выступление 10-летней давности в Мюнхене, и внутренняя политика, независимая, самостоятельная, внешняя и внутренняя, которая идет по либеральным лекалам. На этом пути нет никакого выхода. Дмитрий Анатольевич, мне нравится тоже ваш оптимизм. Мы с вами обсуждали все программы. Но он должен подтвердиться в качестве новой политикой и сильной командой. А пока у вас 3 фракции в правительстве. Силовики и международники, они под президентом, это сильные, грамотные люди, они все отсчитывали. У вас финансово-экономический блок, который давно надо было выгнать. Они ничего нового не предложат, кроме как обслуживать иностранные капиталы и олигархию. И те, кому мало дают, они не в состоянии что-то решать. Там в 2 раза меньше нормативов, чем положено, денег выделяется. Но мы должны понимать, мы отстаем от мира в темпах развития. 100 лет мы имели выше темпы. Последние 10 лет они у нас на порядок ниже.
Мы говорим, 6-7% прибавили предыдущие, а мир прибавил 30%, китайцы прибавили 70%. И главная задача президента – выйти на 3,5, а если реализовывать задачу президента в 1,5 раза увеличить ВВП на душу, это надо на 7 выходить. У нас уникальный опыт советский до войны – 15%. Потрясающий опыт китайцев – 10%, почти 30%. Уникальный опыт тех же немцев и так далее. У нас уникальный опыт Примакова, Маслякова за год 24% промышленности. Что ж мы телимся вокруг нуля? Собираясь что-то решать, тогда вкладывайте, решайте. Для этого есть необходимость. У нас 44 месяца подряд нищает население. Это ненормально абсолютно. Кто обогатеет? 200 семей, 200 кланов. Как что они получили? 500 миллиардов долларов. Умножайте на 6, 30 триллионов рублей. Больше, чем у Центробанка и всех граждан России вместе взятых. Так вообще-то возьмите с них, что положено. Я могу рассказать, как Рузвельт решал эту задачу. Он собрал своих толстосумов и сказал: или вы отдадите мне половину, откуплюсь от бедных, организую работы, все сделаю. Или у нас будет то же, что в России в 17-м, и деньги потеряете, и головы. Все согласились. А мы вокруг них ходим, как около жареного горячего молока, даже налоги нормальные хотят платить. У нас износ основных фондов растет с каждым днем, даже в «Газпроме» 55%. Банки, помните, в прошлый раз обещали, что дайте нам деньги, вложим в инвестиции. Президент при мне говорил, что все вложили в инвестиции. Проверили, 5% не вложили в инвестиции. Опять по карманам рассовали. Для нас принципиально важно отвязаться от иностранных капиталов. Я за, но когда у нас в базовых отраслях 45-95% диктует иностранный капитал, о какой самостоятельности можно вести речь? Завтра за горло просто возьмут. В послании президента все прописано правильно. Но если эти технологически сейчас не реализовать, завтра будет поздно. Мы готовы, у нас готова программа, мы ее будем реализовывать. Вы увидите, что она абсолютно востребована и нужна, она отвечает интересам, она подготовлена лучшими людьми. У нас есть 200 предприятий, на которых мы покажем, как можно работать даже в этих условиях, они стали лучшими в стране. Но я бы очень хотел, чтобы мы понимали, стройка тянет. Когда мне сказали, что у вас вице-премьера будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла. Вместе с тем Клишас и Крашенинников вдруг внесли в Думу закон, по которому могут у любой семьи в течение 24 часов отнять ребенка. Я ожидал от партии власти любых проказ и мерзостей, но это уже перешагнуло все черты возможного и дозволенного. На мой взгляд, те, кто занимается этим, они не понимают. Они сидели рядом с президентом и убеждали нас, что надо принимать поправки в Конституцию, ибо тогда у нас будет подлинно социальное государство. Они настаивали на том, что надо повышать и гарантировать надежные пенсии. Они требовали того, чтобы мы строго соблюдали законы и уважали свою тысячелетнюю державу. И вместе с тем все делают для того, чтобы именно подорвать державные основы нашей тысячелетней государственности. Хочу напомнить этим господам, что в 900 году в нашей стране проживало примерно 90 миллионов человек на территории нынешней Российской Федерации. Несмотря на то, что мы пережили Первую и Вторую мировую, японскую и финскую, несмотря на холодную войну и массовый беспредел фашистов, нацистов и эсэсовцев, тем не менее, к 1967 году, когда мы отмечали юбилей советской власти, мы в 1,5 раза увеличили население нашей державы. В 1900 году средний возраст российского гражданина составлял 38 лет. Мы отставали от всех стран практически Европы. В 1967 году мы обогнали практически всех. Американцев на 3 года, средний возраст составлял 70 лет. Фактически были в ряду первой 5 самых больших долгожителей на планете. С 1991 года под руководством ельцинских реформ и путинских преобразований страна не прибавила ни одного человека.
Русские убавили 20 миллионов человек. Население у детей отняли все, что только можно. Я полагал, что господа Клишес и Крашенинников почему-то назвали закон 2К, видимо, два карателя, которые нашлись в нашем государстве, восстановит права детей, которые они имели. У нас только мать получила по Конституции советской 21 привилегию. Мама имела возможность не просто рожать ребенка, а имели детские кухни и детское питание. Имели детские поликлиники и детские санатории. Имели пионерские лагеря и великолепные здравницы для всех, кто пожелает в этом. Имели возможность молодые семьи получать квартиры, а дети получать бесплатное образование и первое рабочее место.